Марокканская штукатурка применяется для интерьерных работ в сухих помещениях. Для данной техники нанесения необходимо подготовить краситель номер 161, цвет голубая лагуна, кельму для нанесения материала, воск для финишной отделки, широкий шпатель, декоративную добавку Optimist Elite, перламутр, натуральную морскую губку и полировальную машинку. Прежде всего следует заколеровать материал в необходимый цвет. Для этого постепенно вводится необходимое количество красителя. Затем материал перемешивается миксером до однородного цвета. Для данного метода нанесения также необходимо заколеровать воск. Для этого в воск вводится декоративная добавка перламутр в пропорции 1 к 5 и добавляется выбранный краситель. При планировании количества колируемого материала необходимо учитывать, что 2 раза получить один и тот же цвет практически невозможно. Оттенок всегда будет отличаться. Поэтому колеровать материал необходимо с запасом. Прогрунтованная поверхность дополнительно обрабатывается укрывающей грунтовкой Optimist Elite, колерованной примерно в цвет наносимого декоративного покрытия. Перед нанесением материал тщательно перемешать. Нанести базовый слой на выбранный участок с помощью кельмы ровным тонким слоем, не создавая рисунка. Дать просохнуть первому слою 2-3 часа. Второй слой наносится с помощью натуральной морской губки. Необходимо взять небольшое количество материала на губку и снять излишки с помощью любой ровной поверхности, например, крышки от ведра. Снимать излишки необходимо после каждого макания губки в ведро. Наносится штукатурка методом тампонирования участками до 1 квадратного метра. Затем, не давая высохнуть материалу, рисунок приглаживается кельмой. Материал после высыхания меняет свой оттенок на более светлый, что позволяет мастеру увидеть, где материал уже нанесен. Расход материала для данного метода нанесения 500 граммов на квадратный метр. После полного высыхания второго слоя наносится колерованный воск с помощью широкого шпателя для проявления фактуры покрытия. Время высыхания воска примерно 1 час. Расход воска для данного метода нанесения 30 граммов на квадратный метр. После подсыхания воска необходимо приступить к его полировке с помощью полировальной машины с насадкой из мягкого неполосящего материала. Максимальное количество оборотов от 2 до 3000 оборотов в минуту. При большем количестве оборотов воск может подгорать. Полирование производится до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность. Время высыхания материала 24 часа. Экзотичный по своей сути, этот материал сразу привлекает внимание. В ярких тонах становится пылающим огнем, жгучим и энергичным, а в пастельных дает ощущение свежести и легкости. Марокканская штукатурка идеальна как для маленьких комнат в этническом стиле, так и для больших гостиных и холлов.